нам очень важно сейчас не спешить, там, не бежать, да. Мы спросим: дорогая душа, что ты хочешь вообще? Расскажи, пожалуйста, что же хочешь. Смотрите, какая интересная история. Вот, например, если у вас был такой трансцендентный опыт, да, общения с высшими существами, приходите в эту жизнь там с очень высоким уровнем осознанности. Девочки, мальчики, ну что, я вас приветствую в основных пространствах нейроведьмы. И сегодня нас с вами ждет занимательнейшее путешествие. Ну, это такой, знаете, своего рода разговор с вашей душой, потому что мы прекрасно, многие из вас понимаем, но кто-то еще не до конца понимает, потому что кто-то просто зашел, да, посмотреть, в общем, из состояния такого, да, там что-то развлекательного формата расклад. Вот. Но многие, наверное, знают, что очень важно быть в коннекте, да, в контакте со своей душой, потому что это и дает, знаете, ощущение вот этого пресловутого счастья, про которое многие говорят сейчас, что очень важно быть в коннекте там с собой, со своим телом, со своей душой. Но бывает такое, что мы душу свою не слышим. Ну, не только душу не слышим, мы себя не слышим. Вот она кричит, да, там пытается до нас достучаться. Вот. В ней всегда очень много любви. Вот. Мне кажется, вообще это, знаете, энергия, с которой вот соткана душа, по сути, это любовь. А нам, знаете ли, любить страшно, потому что есть негативный опыт, с которым мы сталкивались, потому что мы, не знаю, может быть, все такие уроки жизненные проходим. Вот, потому что начиная с самого-самого детства мы сталкиваемся с нелюбовью, да, то есть мы хотим познать разные грани любви, но при этом сталкиваемся с нелюбовью. И вот эта нелюбовь, она очень сильно отравляет наше сердце, да, она про то, что мы больше не доверяем людям, она про то, что в какой-то момент мы Господи, да что такое? Мы разочаровываемся в себе, в людях, да, в своих желаниях. И вот в какой-то момент мы начинаем обижаться на эту любовь и, собственно, обижаться на свою душу, на потребности своей души. Потому что, по сути, вот все, что ей нужно, это действительно быть в состоянии любви и исследовать грани любви. Вот, и понятно, что все мы разные, всех у нас разные миссии, да, кто-то приходит в этот мир с мирными миссиями, да, и его основная задача – это все же созидание, да. Но, соответственно, мы же прекрасно понимаем, что без созидания не бывает разрушения, без разрушения не бывает созидания. Да? Есть другая группа душ. Вот здесь мы больше про разрушение. Но самые продвинутые, как мне кажется, они и про то, и про другое, и про третье. Вот. Но это уже понятно, что зависит от миссии. Есть еще такое понятие, как молодая душа или мудрая душа. Может быть, вы общались с людьми, там, допустим, мальчику, девочке, там, лет 20, да, но при этом они очень много понимают относительно жизни, не мудры, не по годам, говорят, да, про таких людей. Сейчас очень такое, знаете, продвинутое поколение, потому что, знаете, иначе мы не вышли, да, и сейчас даже грани стираются возрастные в союзах, да, когда, допустим, женщина старше, мужчина младше, вот там, допустим, вот общаешься, ты опять же из практики рассказываю, да, почему женщина залипает, она же не только залипает исключительно на сексуальную энергию, да, потому что это как-то самая такая примитивная история, которая может быть, да, безусловно, нужная, но есть же еще разные грани. Вот, собственно, одна из граней говорит, мне с ним интересно, мне с ним там прикольно, мне с ним есть о чем поговорить. Вот. И казалось бы, да, чего ж не с ровесником-то, а вот есть такое, да, что у людей прям мудрая душа. Вот. И на самом деле это вообще не зависит от возраста, это зависит вообще от степени осознанности. Кто-то приходит прям уже осознанный в этот мир, да, кому-то еще предстоит понять уроки, да, осознанности. И мы, например, смотрим на своих родителей, и где-то они могут нас раздражать своим принятием решений, потому что мы бы так не поступили. Ну, давайте как бы понимать о том, что все мы, опять же, разные, да, и там, значит, душа тоже получает свой опыт. Ну, вот сегодня мы будем исследовать желание души вашей. Буду работать на очень интересной колоде. Колоде, с которой я познакомилась, когда проходила курс
от Хейхаус по чтению оракулов, непосредственно там как бы задействована Таро история, но больше упор на оракулов. Вот. И, соответственно, я на этом курсе выяснила, что, оказывается, есть такое отдельное направление, которое называется ангелотерапия, ангелология, может быть, понимаете? То есть это уже непосредственно работа с ангелами. Вот в этой колоде здесь у нас объединяется, да, как я так понимаю, да, старшие там ангелы, да, ну, не только архангелы, но еще и младшая группа. И, соответственно, арканы Таро. То есть получается, что у каждого аркана Таро, да, там есть свой покровитель, вот есть свое послание от ангела. Колода достаточно добрая, она очень давно на рынке эзотерических услуг. Вот. Мне кажется, что можно ее там приобрести буквально везде. И на Amazon она в свое время была там каким-то хитом, хит продаж, да. А в русскоязычном сегменте в эзотерических магазинах очень часто встречается, но я так понимаю, что консультанты не особо вот понимают, о чем, да, сама по себе эта колода, потому что ее нужно изучать. Ее нужно изучать, у нее отдельные БК, там, да, как бы понимание, собственно, как же работать с этими стихиями, потому что все же вот в этом ключе я могу сказать, что здесь ангелы, они больше, наверное, как стихии, как стихиальные существа представлены. Ну окей, ладно, такой более высокого порядка. Интересная сама по себе колода. Хотите больше, лучше знать про арканы, про то, как раскручивается энергия, что это такое, почему так случается, да, что Таро — это не метафорические карты, как многим кажется. Давайте я, наверное, сейчас прям запущу такую, как это сказать, бомбочку, да, в ванну. Вот. Есть такой, знаете, расхожий миф о том, что, вот знаете, я сейчас смотрю подкасты эзотерического, да, толка, потому что сейчас как уже очень модная тема хайпить на эзотерике, да, то есть начали там крупные блогеры, сейчас подтягивается мелкий, знаете, у меня кровь из глаз, да, есть такой смайлик вообще в телеге, там прям кровь из глаз, вот у меня кровь из глаз и из ушей, потому что, в принципе, хочется найти нормальную, адекватную информацию. Ты понимаешь, что информация, которую собирают ребята, да, для того, чтобы познакомить свою аудиторию с эзотерикой, по большей части она такая, знаете, как я говорю, вилами на воде писана и не имеет ничего общего с первоисточниками. И сейчас, я так понимаю, есть какой-то страх относительно системы Таро. И в противовес системе Таро, да, рассказывается о том, что это не что иное, как проективная методика, да, и метафорические карты, которые используют психологи, они якобы лучше передают, собственно, информацию, потому что общается непосредственно клиент, да, которого мы, допустим, в второй системе называем кверент. Я так не называю, но окей, же нравится, называйте. Да, и как бы метафорические карты — это проективная методика, и, значит, на Таро тоже натягивает немножко сову на глобус, и тоже говорят, что это проективная методика. Я вам так хочу сказать, чем отличаются метафорические карты от карт Таро. Мне бы, конечно, очень хотелось подискутировать с вами как бы на эти темы. Потому что, на самом деле, те, кто достаточно давно со мной, не знают. Я там этими знаниями, своими наработками делюсь достаточно открыто. Вот смотрите, мэджика же не присутствует в метафорических картах, да? В Таро такие присутствуют, потому что там есть система, да, и вот эта система, она как раз выстроена, слушайте, у кого-то каббалистическая теория, да. Здесь мы можем говорить с вами про древо Сефирот и про арканы, как взаимодействует энергия. И, соответственно, как бы метафорические карты — это больше работа с подсознанием. Давайте, опять же, из практики, из опыта, когда я работаю с метафорическими картами, делаю какие-то продукты на метафорических картах, у меня есть метафорические карты, это чак специально и так далее, это тоже будет моя интерпретация, потому что как бы расклады общие, да? Но самое интересное, что самый как-то жирный мэджик, будем говорить простым языком, происходит именно при работе с картами Таро. Так как же так вообще получается, что они работают, и они при этом работают вопреки вот этому всему, простите меня, бреду и вреду, который мы слышим с вами с экранов, да, и понимаем, что люди, которые там снимают большие подкасты относительно эзотерики, сильно они не подготовлены. То есть здесь нужно понимать и знать мат-часть, да, как это работает, соответственно.
Вот, и тогда у тебя будет меньше вопросов, да, меньше вот ощущения того, что ты трогаешь что-то грязное, запретное, как сейчас пытаются, да, показать Таро, потому что, ну, повсеместная история, и сейчас продажи там курсов увеличились там чуть ли на 400%, я уж, конечно, не знаю, но относительно статистики, насколько я права, просто, да, за что купила, зато и продаю, вот. И люди покупают эти колоды на Wildberries, которые там 300-400 рублей стоят, и начинают свой Таро-бизнес. И сейчас как бы многие бьют тревогу, потому что много неквалифицированной информации. Вот. И с одной стороны, конечно, я согласна, а с другой стороны, ну, понимаете, а кто будет выявлять стандарты? Да? Квалифицированная информация, неквалифицированная информация. Поэтому сейчас, наверное, максимум, который вот как мы можем себе обезопасить, общаясь со специалистом, это все-таки понимать, что у него есть некий бэкграунд, да, и не натянутая за уши история психосоматическая, а все-таки серьезное какое-то образование. Да? Лучше, чтобы это был вообще какой-нибудь там аккредитованный там европейский вуз. Это вообще прям вишенка на тортике. Но знаете, вот люди всегда с образованием, они как бы ценились выше в обществе, потому что, да, они уже обладают знаниями. Ну, соответственно, не у всех есть возможность, да, получить это образование, уж тем более в эзотерической сфере. Вот поэтому я и делаю образовательный проект. И эти образовательные проекты, да, к сожалению, я пока не могу, потому что я адекватный человек давать какие-то лицензии вам, знаете ли, что вы прошли, допустим, обучение там, да, там старшие, младшие арканы, да, вот, что я могу сказать, что вы такие классные тарологи стали. Нет, потому что вы же экзамен-то, по сути, не сдаете там мне, да, чтобы я сказала классный, не классный. Если бы у меня еще была там аккредитация какая-то. Поэтому, когда я вот это вот вижу дипломы государственных образцов, мне, конечно, дурно делается, потому что это очень странная история. Я вообще не хочу, собственно, да, в этом вообще даже как-то участвовать. Вот. Но при этом хочу сказать вам о том, что если вы хотите полноценную, грамотную информацию получить по Таро, это проживание арканов, да, это длительный путь, это самовывоз, потому что это заменяет, например, вашу терапию, это не противоречит никоим образом вашей терапии, вы, кстати, правда, можете даже посоветоваться со своим терапевтом, и в 90% случаев, поверьте мне, это огромное количество, все же процентное, да, соотношение, а терапевты, когда понимают, о чем речь, вообще одобряют эту историю, потому что, ну, они как бы являются уже непосредственно вашей терапией, да, дополнительным фундаментом. И на самом деле это прям очень, знаете, такая внутренняя награда достаточно высокого уровня. Почему? Потому что, как правило, если вы идете в терапию, да, вам говорят, никаких вообще магических таблеток, мышлений, ни в каких-то там курсах там участвовать давай не надо, потому что это может усугубить или там снять ответственность. Это не про мой проект. Вообще является достаточно высокого уровня именно по той причине, что, собственно, никто никакой ответственность с вас не снимает, и если вы тут попытаетесь, да, соскочить, у вас не получится. Ну и, соответственно, есть еще продвинутый уровень, проект, который я пишу сейчас, да, и в который можно вписаться, потому что пока еще первый поток, а когда первый поток, вы знаете, что курирую его лично я. Соответственно, если уже там прошел первый поток, это уже будет в записи потом, да, и потом, возможно, присоединяются люди, которые могут являться там волонтерами проекта, кураторами проекта, но вот курирование пока вот, ну, мое непосредственно, что будет дальше, я не знаю. Вот, пока у вас есть, собственно, возможность получить это по подписке, лояльности, это очень хороший шанс все же не погрязнуть в огромном количестве информации, которая не структурированная, да, которая не прикладная абсолютно, которая не имеет первоисточников, потому что я свои продукты готовлю достаточно тщательно. Вот, наверное, как студенты, которые пишут свои там эссе, да, которые пишут свои там курсовые работы, просто знаете, как библиотеки, да, мы обкладываемся, можно так сказать, огромным количеством литературы, да, ищем где что-то подлинное, там пытаемся найти какие-то, да, пруфы, доказательства, и тогда только уже информацию со ссылками на источники, да, мы сообщаем. То есть вот по такому принципу я пишу для вас сейчас продвинутый уровень, который называется «Манифест». Это первый образовательный проект по традиционному колдовству. И хочу заметить, что он образовательный в первую очередь. Да, он прикладной, он с заданиями, конечно же, там с обратной связью, вот, но он образовательный. И там дается большое количество информации, да,
опять же, переплетающаяся с моей личной практикой, потому что я практик, я не теоретик. Мне так было, знаете, смешно, когда одна тарологиня сказала: ну, конечно, вы же там типа известный блогер. Я говорю: нет, я не блогер, я практик, и вполне возможно, как бы моя практика глубже, чем ваша. Ну, собственно, я там дальше не пошла объяснять уже что-то. Ну да, я практик, я практикующий, на самом деле, специалист. И, соответственно, те вещи, которые я вам говорю, они практические. Все, короче, да, пообщались мы с вами на эту тему, поэтому, если вы хотите сделать себе прям крутейший новогодний подарок, мне кажется, самый важный подарок – это дать себе разрешение все же, да, увидеть себя по-настоящему и дать себе разрешение больше не зажимать свою силу. И когда я приняла решение, что я таки буду писать манифест, как раз помощь женщинам, да, которым необходимо найти свою внутреннюю силу, а то, что у вас материальный уровень выравнивается, это просто уже побочка. Я туда уже не смотрю, потому что это уже, знаете, это какая-то мелкая история. Это раньше мы там радовались, что что-то там происходит, а потом понимаешь, что это, привычная история, да. Потому что ты практикуешь, потому что ты понимаешь причинно-следственные связи, потому что ты в балансе со Вселенной, потому что ты не делаешь говна какого-то, понимаете, людям. И, конечно, у тебя уровень начинает выравниваться. И какие-то подарочки от Вселенной там приходят, да, и выравниваются отношения с вашими близкими людьми. Или, например, вы там начинаете какой-то свой новый путь там карьерный. И это все побочки, это не источники, и это не цели. И когда вот я, например, там слышу как рассказывают, да, практики про свои там курсы из серии, значит, пробуди внутреннюю ведьму, стань магнитом, значит, для мужчин и денег. И я понимаю, что люди вообще в какой-то очень глубокой степени неосознанности, потому что, поверьте мне, вот эти все магниты там для мужчин там и для денег, это такая, честно говоря, прям очень, очень простая история. Все как бы сильно глубже, да, сильно ярче, а это просто побочка. Это действительно просто побочка, и потом вообще в процессе ты понимаешь, что это совсем не то, к чему ты стремился, это какая-то очень мелкая цель, и тогда перед тобой открываются врата. Конечно, не перед всеми, в зависимости от уровня проработки, однако врата здесь открываются для всех, для кого-то большие, для кого-то малые. Все, короче, давайте уже непосредственно, да, смотреть, что душа хочет. Так, 3 варианта для вас делаю, буквально там на 4-5 карт. Так, первый камень у нас коричневый, второй камень зеленый и третий синий. В инфобоксе время начала вашего видео. Единички. Ну что, я вас приветствую. Давайте смотреть происходящее с вами. Какая у вас это противная душа, страдает, вот она любит, понимаете? Видимо, у нее понимание любви происходит через пострадахи. Когда вот мы душу-то и чувствуем, да, когда прям нам нужно состояние драмы, вести себя, упасть в состояние драмы, вот тогда мы чувствуем. Может быть, душа же этого не хочет, просто у нас на дне колоды, да, на дне колодца. Но опять же, это же у нас ангельская история, очень высокие энергии, да, высокий вибрационный фон. Не все работают с ангелами. Кстати, вот в качестве спойлера я давала практику по работе с ангелами в манифесте. Вот, но там ее не надо совмещать с какими-то другими историями. Не надо совсем, потому что это самостоятельная единица работы магическая. Ну вот, иногда хочется миксануть. Так не надо. Ангелы так не любят. Они такие немножко у нас, несмотря на всю эту благодетельность, да, немножко высокомерные такие персонажи. Конечно, мы про благость, но вот эту благость тоже, знаете ли, нужно заслужить. Не совсем как бы мой уровень взаимодействия. Ну окей, поработаем как бы на этих энергиях, на этих традициях. Окей, ну что, с чего начнем-то? Желание души, да, посмотрим. Посмотрим же, да, желание души. Так.
основные чувства, мысли, да, текущее такое душевное состояние наше, да, текущее душевное состояние. Слушайте, ну должно быть все достаточно неплохо, потому что то, что происходит в вашей жизни, вашей душе очень близко. Вот она такая, знаете, трепещет крылышками там своими, кайфует, да, потому что девятка чаш. Это про исполнение желаний, это про любовь к жизни, это действительно про коннект с душой. Явно он у вас есть по девятке чаш. И как-то вы очень даже неплохо себя должны чувствовать, потому что то, что с вами происходит, вот очень близко вашей душе. Вот она говорит, так, мне вот это именно надо, мне вот сейчас нужно именно это. Вы, конечно, можете на уровне тела немножко идти в сопротивление, говорить, да ты что, нет. Вот, может быть, то, что происходит в вашей жизни, оно сейчас не совсем то, чего вам бы хотелось, но слушайте, на уровне души здесь как бы все ок и все замечательно, она этого хочет, девятка чаш, одна из верховных, да, собственно, младших арканов, да, тем более в чашках, да, который говорит за максимальную радость, говорит, отвечает, да, вот. За максимальную радость, за исполнение желаний, да, за ощущение какой-то благости. Вот явно вы прям в коннекте и в контакте. Ну, окей. Но у нас вот есть какие-то тайные желания, у нас есть какие-то страхи. Вполне возможно, нам кажется, что они могут не осуществиться, или наоборот, мы боимся что-то, знаете, как говорят, накликать, возможно, да. То, чего боитесь, да, скрытые желания и страхи, о чем здесь? На уровне души. А вот скрытые желания и страхи – это действительно пойти во что-то новое, это жить яркую жизнь, это получать возможности от мира. А по тузу жезлов вы представляете, что это действительно лежит в области ваших страхов. А что будет? А что будет, если у меня будет яркая жизнь? А что будет, если это будет сумасшедший карьерный рост, который просто меня захватывает? А вдруг мой карьерный рост, он приведет к тому, что я стану, там, допустим, одинокой в личной жизни, или там от меня отвернутся люди, потому что я стану высокомерной, да. То есть на самом деле нам очень страшно изменить нашу жизнь, потому что мы поместили в нее какие-то страхи, да. И, конечно же, ну, тут вот у каждого свои страхи, потому что расклад общий, вот. Но посмотрите, как вы боитесь поменять и изменить свою жизнь. Ну что же, давайте немножко посмотрим наши кармические уроки, да, нашу кармочку, что же там было интересного. Ну, тут, скорее всего, ситуация, которая связана с отношениями, да, ну, о чем здесь карма, да, по двойке чаш. Это могли быть семейные драмы, семейные конфликты, задача которых, то есть задача кармических уроков, да, прийти к партнерству, прийти к пониманию там, того, движемся ли мы там, к той цели, которая нужна нам двоим непосредственно, умеем ли мы партнериться, да? Готовы ли мы принимать разные грани любви, умеем ли мы прощать, да, если какие-то негативные события могли быть, да, в нашей, ну, прошлой жизни, да, в наших кармических историях. Вот здесь вот такой вот момент, который связан с любовью, с прощением, да, с объединением, с союзами, да, с решением каких-то конфликтных вопросов, которые связаны с отношениями. Тут, скорее всего, такая история. Вот. Ну, пока, знаете, мы нормально с вами достаточно движемся, потому что душа благоволит. Вы, скорее всего, хорошо прорабатываете вот эти, да, истории, которые связаны с прошлой жизнью и с вашими там нюансами, которые связаны с партнерством, да, которые связаны с семьей непосредственно. Это не всегда исключительно про отношения, потому что мы же с вами понимаем, да, что, например, в прошлой жизни мы могли быть парой, да, а в этой жизни, например, мы там мама и сын, к примеру, там, или, я не знаю, два брата, да, или вот какая-то такая история. Но при этом, конечно, нам будут подсвечивать души, да, с кем мы не проработали уроки, или, может быть, проработали, и они, ну, в этом воплощении уже приходят непосредственно как наши помощники, да. Все равно есть ощущение родственной души. Ну, оно бывает как бы в семье, да, как вот в родовой истории, которая личная родовая история, так вот, может быть, еще и как бы, да, в душах, которые рядом, например, если вы читали Ньютона в эзотерической библиотеке, есть эта книга, да, там «Путешествие душ», то как бы вы сейчас будете более чем понимать, о чем я говорю.
Ну что, скрытые таланты и возможности на уровне души, да, куда тянет, давайте, скрытые таланты и возможности. Ну, куда нас будет тянуть? Нас будет тянуть в обучение, смотрите, да, а нас будет тянуть к получению высшего образования, а нас будет тянуть действительно к достижению своей цели, потому что у пажа есть амбиции, да, то есть это паж Пентаклей. Нас будет тянуть в улучшение финансовой ситуации в нашей жизни, да, нас будет тянуть в исследование, что там еще? Нас будет тянуть в, знаете, как укрепление какой-то очень важной базы. И вот эта важная база, она как раз связана с семьей, с финансами, либо это научное открытие, да, то есть здесь будет тянуть немножко в степени иерофанта, но вот только как будто вот самое начало, как будто вот смотрите, в этом воплощении вам сразу не дают иерофанта, вам нужно прийти к этому состоянию, поэтому вот через исследование вы будете искать, да, и свое место под солнцем, и своих богов, там, понимаете, и свою семью, там, и своих там родных и близких. Это не говорит о том, что вы в энергиях там потеряхи какой-то, потому что на уровне души как будто вы не чувствуете, что вы потеряны. Ну, просто нравится вам, знаете, учиться, постигать новое, да, такой немножко любопытный ребенок. Ну что, а какие изменения, да, вас ждут, соответственно, да, какие очень важные уроки вы сейчас можете проходить или уже прошли, да, что там в будущем для вашей души, что там в будущем. Ну, смотрите, здесь нам говорят, что нам очень важно сейчас не спешить, там, не бежать, да, впереди паровоза. Знаете как, больше, наверное, проявлять инициативу, потому что, обратите внимание, как энергия туза жезлов здесь перекликается с энергией пажа мечей, простите. Это про то, что нам действительно нужно будет открывать двери, но каким-то либо обходным путем, да. Тут вот какой-то момент задержки планов может быть, то есть мы на уровне души чего-то хотим, что-то страстно желаем. Ну, как бы паж мечей, это, знаете, такой немножко лежачий полицейский на нашем пути, то есть не вот эта вот ровная дорога, не ровное состояние потока, да, а на самом деле как бы река, которая становится сильнее именно по той причине, что там какие-то камни, да, и, допустим, не знаю, бобры там свили свое гнездо, свою плотину, вот, и, соответственно, ей просто нужно это все пробить. Вот она пробивает и становится сильнее, понимаете? Да, не превращается вот это все, не снижается, да, скорость потоков, как стоячую воду из-за препятствий. А здесь вот как раз по пажу мечей нужно пробить эти препятствия. И, безусловно, вам будут помогать это сделать, потому что вот здесь вот есть такое понятие, как стимулирующая информация, да, то есть вот, я все равно я этого хочу, ну, потому что прям душа, знаете, прям вот хочет туда, и поэтому как бы вас туда понесет. Ну, вот такая интересная история. Да, и вам действительно вполне возможно придется искать не ключи, а отмычки по пажу мечей. Я уверена, что все у вас получится, потому что, в принципе, вы в коннекте со своей душой. И такое, знаете, бывает, что у тебя ровная, спокойная жизнь, а вот, собственно, душа хочет приключений. А здесь она вот их хочет, и, скорее всего, она их себе создаст. Да, пусть она их создает себе во благо, правда? Вот такая вот у нас была история по первому варианту. Дайте мне, пожалуйста, обратную связь, потому что я читаю абсолютно все ваши комментарии и понимаю вообще, да, как прописывать уже контент, да, что интересно сейчас, где мы можем с вами получить ответы на вопросы, где что-то непонятно. Нет, но когда пишете комментарий, я ничего не поняла, да, и темные богини вам здоровья и белые дороги. Потому что такой комментарий абсолютно непонятен, что же вы не поняли. То есть вы язык не понимаете, вы не понимаете, о чем в раскладе говорится. Ну, потому что я не поняла, и мне не резонируют вообще разные вещи. Не резонировать, конечно, может этот расклад общий. Вот. Если вы обижаетесь, что вам что-то не резонирует, это, наверное, вопрос к вашему эго непосредственно. Вот такая позиция по первому варианту. Ну что, двоечки, я вас приветствую. Давайте смотреть происходящее с вами. Это 5 карт, которые раскроют тайны вашей души. Тут какие-то карты у меня вылетели, подождите.
Что, кстати, вылетело-то? Паш мечей и король мечей. Интересно. Да что такое? У меня прям колода на втором варианте летит. Кто такие мне импульсивные, да, пришли? Это раздраженные, импульсивные. Тут как-то, знаете, не очень хотят ангельские энергии выходить на контакт. Поняла. Вы как будто это отрицаете, да, все? Влияние непосредственно ангельских энергий на вашу жизнь. Так, ну что, вы в гармонии со своей душой находитесь? Ну, сразу скажу, наверное, нет, потому что я помню эту карту. Давайте. Ну, такое ощущение, смотрите, что вы немножко можете сейчас раздражаться, потому что ваша жизнь идет не так, как вы хотели бы что-либо, да. Но смотрите, на уровне души это происходит именно потому, что душа хочет, чтобы вы ее услышали. Потому что то, что с вами происходит, это не то, что вы хотите, не то, что хочет ваша душа, да. Вот. Это такое ощущение, что вы как будто играете в кошки-мышки со своей душой. Или, может быть, знаете, это состояние какого-то вечного квеста, да, когда, допустим, знаете, когда ребенок обиделся, я же очень часто, когда вот меня спрашивают, да, вот как ты видишь вообще общение с душой, мне очень часто это напоминает, знаете, общение с внутренним ребенком. И, может быть, вы из той категории детей, которые обидятся, да, были из той категории, обидятся, и сложно очень достучаться, потому что, скорее всего, вас могли игнорить, да, на какие-то вот нюансы там вашего беспокойства, что вас могли подсаживать на чувство вины, да, что как мы заслуживаем любовь обычно у родителей, да, мама там что-то обиделась, короче, и, значит, наказывает нас игнором. А потом удивляется, почему дети нарциссами вырастают. Вот. И вот здесь вот такая история, что вы как будто тоже привыкли наказывать своего внутреннего ребенка игнором. И это очень похожее ощущение на то, как вы общаетесь со своей душой, потому что вы игнорите. И, соответственно, здесь уже даже могут быть какие-то либо внутренние истерики, либо такое ощущение, что вам будет вот ощущение, что как будто вот в вашей жизни все из-под тишка происходит, понимаете? Что вы вот не в контакте, да, со своей душой, там, да, типа вот внутренним ребенком, вы не слышите происходящего. Не слышите. Может быть, вас, знаете, даже пугают импульсы вашей души, потому что вы не знаете, как на них реагировать. Хорошо. Окей. Что дальше смотрим? Давайте, ну что же, скрытые желания и страхи. Все же давайте мы спросим, дорогая душа, что ты хочешь вообще? Расскажи, пожалуйста, что же хочешь. Потому что такое ощущение, что вот вы же не слышите, что она хочет-то. Вы знаете, она хочет, чтобы вы больше доверяли ей. Ну, получается, когда мы в коннекте со своей душой, то есть он говорит, смотри, я тебя выведу, доверяй мне, пожалуйста, да. И вот нам нужно вернуть доверие на уровне души. Смотрите, какие здесь у нас, да, как тревоги уносят все единороги. Вот действительно на уровне души такая история происходит. Видите, вот иллюзия того, что вы можете попасть в ловушку, не хватает уверенности в себе, боясь принять решительные меры. Вот как бы 8 мечей. Интересная, конечно, интерпретация, да, потому что здесь душа действительно хочет, чтобы ей доверяли, да, знаете, такое понятие зов души, да, услышали
И вот что, потому что мы же в контрах, получается, с ней на уровне тела и на уровне разума, там, и эту всю историю отрицаем. Она говорит: слушай, услышь меня уже наконец-то, пожалуйста. Если, опять же, мы общались бы как с внутренним ребенком, то это плачущий, орущий, да, ребенок именно по той причине, что его никто не хочет слышать, понимать и затыкают все. Не очень такая приятная история, вот именно по этой причине. А еще считают там больным, истериком или таскает по врачам, да, потому что там повышенная тревожность и прочее. А то, что родители не обращают внимания на потребности, типа это ок. Потому что родители сами, допустим, там выросли в запретах или там это какая-то пассивная агрессия, потому что сложная жизнь и не до контакта со своим ребенком. Всякая ситуация, правда, может быть. А я уж особенно говорю для тех людей, у которых, допустим, ПТСР, там вот страны, да, в которой там родились, потому что как-то там... Ладно, понятие семьи исключительно про то, чтобы там жить во благо страны, да, тут как-то эмоциональные все нюансы эти не сильно-то задействованы были. Это сейчас-то у нас дети, да, понимающие свои личные границы уже с 4 лет, да. Досмотрю мультик, потом подойду. Тут вот девочку знакомая дочка выдала. Вот представьте ситуацию, да, чтобы мы так родителям бы сказали, там бы еще просто многие подзатыльник гребли бы. Потому что сейчас, сию секунду, немедленно, да. И вот, соответственно, конечно, мы растем в таком прям диссонансе с пониманием своей божественной природы, да, с пониманием того, что у нас, правда, могут быть какие-то, да, там духовные ориентиры, потому что мы это все очень сильно закрываем. Мы пытаемся быть слишком материалистами по второму варианту, да, вот как-то прям забивая на вот эту свою внутреннюю потерянную сказку. Ну что же, давайте, прошлой жизни и карма, что вы такие, да, не я такая, не мы такие, прошлая жизнь такая. А вот смотрите, такое ощущение, что, в плане коннекта с вашей душой, вот какие-то прошлые жизни были проще и легче. Потому что там было больше духовности, и, скорее всего, вот эта духовность она вас погубила, поэтому вы сейчас идете в какое-то жесткое отрицание, потому что, может быть, там мини-маги, знаете ли, были, да? Вот. И, соответственно, уроки кармические, которые мы проходим, они действительно связаны с доверием, да, по отношению к этому миру, возможно, с возвращением в грамотной пропорции даже некого магического мышления, да, это мышление Творца, соответственно, это созидание. Здесь вот очень важно, то есть вот чего хочет душа, да, вот в коннекте. Хорошо. Вот чего мы хотим все же, да? Разрешение на потребности нашего внутреннего ребенка, по сути. Услышьте, пожалуйста, помечтайте, ничего страшного в этом нет, порисуйте. Я не знаю, что там дети хотели-то. Что хотел еще ваш внутренний ребенок-то? Как душу услышать? Да? Спросите, что внутренний ребенок хочет. Окей. Таланты, да, давайте посмотрим, и возможности. То, что вы не осознаете, у вас это есть прямо на уровне души. Что умеете делать хорошо? Смотрите, какая интересная история. Повешенный здесь у нас прописан как повышенный. И здесь с вами действительно общаются ангелы. И ангелы достаточно с высокой иерархией. Да, это архангел получается. Да? Взгляните на мир с другой стороны. Очень важно быть самим собой. И здесь ваш очень важный, главный талант – это именно на то, что вы смотрите на мир необычно, да, вы видите какие-то необычные ракурсы, это можно реализовать в искусстве, например, в каких-то перформансах, или там писать книги, или если вы работаете с людьми, то, может быть, ваши методы, они нестандартные, но они приносят результат, да, то есть вот такая интересная история, что у вас энергия повешенного на таланты. Может быть, вы знакомы, допустим, с какими-то матрицами там, души, нумерологическими, ладини и прочее, еще очень много. Какой-нибудь там human design, там, прости, темные богини. Вот какая-то типология. И вот здесь вот как раз про энергии повешенного. Ну что, а что вас ждет в будущем, давайте посмотрим. Тут хорошо все.
тут хорошо, тут, скорее всего, вы проходите уроки, да, по повешенному, вы умеете смотреть на жизнь, да, с другой стороны, и, может быть, даже в негативных аспектах видите какой-то позитив. Это приводит вас к вашей личной девятке пентаклей. Успешная самостоятельная предпринимательская деятельность, которая вполне возможна, как раз выстроена на потребностях вашей души, на умении взаимодействовать со своим внутренним светом, внутренним ребенком, внутренними демонами, единорогами, неважно, да, то есть вот кто-то смеется над магическим мышлением или мышлением креатора, да, там, творца, соответственно, а вам как бы это помогает реализоваться. Потому что, скорее всего, вы что-то потом несете людям, чего им не хватает, да, какую-то личную нарнию, скорее всего. Вот такая история по второму варианту. Слушайте, хороший, добрый расклад. Просто вы отвернулись, скорее всего, от творчества. Это творчество открывается вам, скорее всего, через взаимодействие там, с волшебством, ангелами, магией, короче, то, во что вы не хотите верить, потому что вы как-то хотите немножко быть скептиком, это все анализировать, да, и то есть мы как только отпускаем аналитику, да, идем в состояние потока, удивительным образом, да, в нашей жизни начинают происходить странные, интересные события. Так, ну что, троечки, я вас приветствую, давайте смотреть происходящее с вами. Ну что, в коннекте вы со своей душой, троечки? Что там у нас? Карта мира. Да, абсолютно в коннекте. Ну, знаете, как если вам кажется, что нет, то смотрите, как уже трубят, скорее всего, ангелы. Вот, послание архангела Михаила по карте мира. Нам здесь говорят, вот, вы, скорее всего, прям, знаете, выпускник. Выпускник, потому что, ну, вот показывает, что и работа прекрасно выполнена, да, и путь к просвещению, и процветанию, да, в коннекте со своей душой. Явно ваша душа, да, на правильном, да, пути развития. Вот, и Михаил же, его еще называют защитником, да, защитник Михаил, насколько помню. Вот вы в коннекте. Вы в коннекте, может быть, даже под покровительством архангела Михаила. Ну, как знать. Ну, вот говорят, да, что вы знаете вообще, чего хочет ваша душа, и вы в коннекте. Это хорошо. Это и как-то и чувствую мысли, да, что бы ни происходило вокруг вас, это, наверное, про то, что на уровне души как будто мы знаем, что все так надо и правильно, и, может быть, мы даже уже, знаете, где-то все поняли, и как-то и поэтому сильно-то испытаний нам не надо, да, на уровне души, потому что что-то мы уроки прошли. Вот. Либо пора дальше как-то отправляться, либо про то, что уроки проходить сильно проще, чем раньше. Ну что, скрытые желания и страхи. Скрытые желания и страхи. Угу, понятно. Смотрите, ребята, здесь на самом деле мы немножко могли заиграться в духовность, да, потому что достаточно высокий энергетический уровень здесь, вот именно в этой колоде, да, карта мира.
потому что душа здесь осознанная, как мне показывают. И, наверное, здесь есть определенный страх материализации, потому что вот как раз мы боремся между материальным и духовным, потому что вот на вот этом уровне сильно душа настолько прокачана, что ей сильно-то и деньги-то не нужны. Вот, например, если у вас был такой трансцендентный опыт, да, общения с высшими существами, да, с богами, и когда мы туда идем просить какую-то материалку, как бы нас не понимают, потому что, как правило, материалку мы просим там у ребят, которые на перекрестках тусуются. Вот. А там что-то повыше как-то. Потому что там вот нет этих ограничений, да? Ты говоришь, вот мне что-то не понял. Говорит, да иди бери, что ты по такой фигне там, да, тревожишь. Ну, у тебя же сильно больше, зачем ты вот думаешь про фигню? А здесь, понимаете, нам действительно нужна вот эта вся фигня, и мы как будто вот извиняемся, говорим, слушайте, ну, мы как бы ангелы, понятно, что я на работе, дайте денежек-то хоть вообще, зарплату же заплатите это мне уже наконец-то. Вот такая очень интересная история, потому что вот чего мы на самом деле боимся? Мы действительно боимся вот этого ощущения изобилия. Мы действительно боимся, знаете, жить такой жизнью, где там нет, там, в общем, больше кармических уроков достаточно серьезных, да, или не происходит каких-то потрясений, и когда ты действительно в коннекте, да, с этим миром, то есть мы этого боимся, понимаете? Мы действительно боимся, что нам, не знаю, там, одобрят что-то, да, какие-то документы, что все сильно проще, чем нам кажется, что не нужно создавать препятствия в достижении цели. Вот это, смотри, это просто, да, наши какие-то внутренние страхи. И вот заметьте вообще, что по первому, второму и третьему варианту действительно в области страхов лежит, что все легко происходит, понимаете? Потому что, может быть, нам кажется, что если легко что-то происходит, то достаточно высокая плата, да, за это все. Хотя вы, конечно, прям очень сильно мечтаете, да, о том, чтобы очень все хорошо было именно в материальном мире, именно чтобы реализация была, чтобы двери открывались, да, и там поток изобилия и прочее. Ну, где-то вот на уровне души мы себе это немножко запрещаем. Ну что же, давайте смотреть прошлые жизни и карму. Может быть, там лежит ответ на вопрос, почему вы запрещаете себе изобилие. Да нет, смотрите, такое ощущение, что у вас уже был опыт, да, был опыт того, что ваши желания исполняются, потому что хорошая же, на самом деле, да, карма у нас в предыдущей жизни по 8 жезлов, да, многие вещи случаются сразу, то есть вы уже приходите в эту жизнь там с очень высоким уровнем осознанности, вот вам как бы необходимо теперь просто все это открыть и не бояться. Поэтому, в принципе, я понимаю, почему вы идете в мои обучающие программы, потому что я как раз про это, да, я про то, что вот я прекрасно понимаю, вижу, у кого какой уровень осознанности, просто учу не бояться. Здесь вот как раз такая энергия у нас по тузу Пентаклей. Окей. Таланты ваши в этом воплощении, скрытые возможности, что на уровне души, да, что там на уровне души. Ну, я так понимаю, что мы достаточно смекалистые ребята, да, и мы очень быстро проходим наши кармические уроки, и, наверное, мы хорошие ученики, и, собственно, да, если там люди, души, не знаю, проходят по 20-му кругу одно и то же, там, знаете, уроки там в воплощениях, вы уже все выучили, как бы поняли, и молодцы. И поскольку вы, скорее всего, очень такая продвинутая душа, то вас достаточно быстро переводят на следующие уже уровни там обучения, как-то вы потом уже молодцы как бы в этом плане. Как это может реализоваться в материи? Ну, способность к обучению, смотрите. Способность к обучению, мотивация, соответственно, да, то есть потому что вы там были, вы примерно понимаете плюс-минус, что происходит, и, соответственно, те души, которые пока еще тормозят, вы говорите, слушайте, ну иди дальше, там же ничего страшного, да, там же вот я там был, там я тебе могу там рассказать и объяснить. И бывает такое, что у нас знания, которые не подкреплены каким-то опытом, то есть есть ощущение просто ясно знания, и вот этот вот паж Пентаклей очень часто, ну вот, может говорить о том, что уже, если вот мы там делаем какие-то расклады на уровне души, да, вы уже пришли с ощущением вот этого ясного знания. Да я знаю, что так. Вот знаю и все.
правда, вы можете это развивать. Это яснознание. То есть уже что-то заложено. Может, вообще какие-то древние знания, про которые вы там ни сном, ни духом, но в какой-то момент вы начинаете там, допустим, открываете книгу по Древнему Египту, и вообще он говорит, да я там была, да я там знаю. Вот с какими-то интересными знаниями вы пришли. Не обязательно Египет, это просто пример там из практики моей. Потому что вы же мне там даете обратную связь, я много с кем общаюсь, особенно с теми, кто там, кому помогаю открывать магические способности, и вот рассказываете, я поэтому привожу примеры. Так что все что угодно может быть. Ну, у вас есть, да, яснознание. Вы пришли с этим яснознанием. Ну что, давайте, что там в будущем-то, куда, на какой уровень вас переводят? Ну, вполне возможно, через какого-то человека, да, через знания какого-то человека, да, через информацию, которую вы получите, через какого-то нового человека, может, через любовь, да, вас переводят, смотрите, прямо на новый уровень. Может быть, это, знаете, как открытие творческого потока, да? Может быть, это какой-то новый творческий проект. Вот видите, что вот новый человек входит в вашу жизнь, и отношения могут вступать в новую фазу, да, и усиливаются духовные способности, потому что то, что сейчас происходит, это в абсолютном коннекте с вашей душой. И такое ощущение, что душа уже начинает просто выбирать, да, лучшее для себя, потому что, в принципе, да, там, где худшее, она уже была, потому что хочет выбирать лучшее. Не мешайте ей, пожалуйста, и она, то есть, будет как бы все хорошо. Пусть душа выбирает, дайте ей возможность выбирать лучшее для себя. Потому что худшее для себя вы уже выбирали, как бы вам явно не понравилось. Вот такая позиция была по третьему варианту. А с вами была я, ваша нейроведьма.